Когда ветеринар был вызван, чтобы сделать УЗИ беременной тигрицы, он сразу же позвонил в полицию. Все были озадачены внезапными действиями ветеринара, но когда правда всплыла, они все были потрясены. «Я ничего не сделал неправильно», – закричал Дверь полицейскому, который его допрашивал. Его привели в полицейский участок почти 2 часа назад и допрашивали как преступника. Он объяснил, что его тигрица Рия действительно принадлежит ему законно, и он заботился о ней с тех пор, как она была тигренком. Его спрашивали, не участвовал ли он в каких-либо незаконных действиях, связанных с тиграми и других вещах, о которых он ничего не знал. В то время как Двей продолжал настаивать на своей невиновности, другой полицейский вошел в комнату. Он положил на стол несколько фотографий разных мужчин и спросил, знает ли Двей кого-либо из них. Полицейский объяснил ему, что ветеринар нашел что-то серьезное и незаконное внутри Рии, когда делал УЗИ, и полиции нужно было знать все, что он делал до этого момента. Заинтересованный и желающий поскорее вернуться домой, Двей внимательно посмотрел на фотографии и изучил лица каждого мужчины. Вскоре его взгляд остановился на одном человеке. Это был тот человек, которого он пригласил, чтобы ухаживать за Рией, когда он пытался ее оплодотворить, но кроме этого у них не было никаких отношений. 2 офицера переглянулись, и один из них вынес фотографии из комнаты. «Вы знаете что-нибудь о нем?» – снова спросил офицер. Двей ответил, что он пригласил его только как профессионального заводчика и ничего о нем не знает. Полиция отпустила его только через час, и Двей поспешил домой. Он хотел получить ответы от ветеринара о том, что произошло, но больше всего ему нужно было убедиться, что с Рией все в порядке и что у нее есть все необходимое для безопасных родов. Двей приехал как раз вовремя, чтобы увидеть ветеринара, который давал указания некоторым сотрудникам. Через несколько минут они собирались начать операцию на Рие и помочь ей родить детеныша. Все еще сердитый на произошедшее, Двей подошел к ветеринару и спросил о тигрице. Он также хотел узнать, что ветеринар сказал полиции и почему его вытащили как преступника. Ветеринар извинился за произошедшее, объяснив, что из-за того, что он нашел во время УЗИ, ему пришлось действовать быстро, чтобы защитить тигрицу, но он не хотел причинять никакого вреда. Теперь, когда все было улажено полицией, ветеринар начал объяснять, что он нашел, Двей едва мог поверить своим ушам. Он посвятил большую часть своей жизни своему ранчо и более всего наслаждался уходом за животными. Большинство из них были бездомными, которых он спасал с улиц, или бывшими домашними животными, с данными их владельцами из-за травм или болезней. Он твердо верил, что каждый заслуживает второго шанса, и вкладывал все, что у него было, чтобы убедиться, что животные на его ранчо хорошо ухожены. Поэтому он едва мог поверить, что нечто столь ужасное произошло прямо у него под носом. И подумать только, что Рия, тигрица, была его любимицей среди всех животных. Многие его друзья предупреждали его об опасности содержания хищника так близко к дому, но Двей слишком привязался к ней и не мог представить, чтобы отправить ее куда-либо. Во время одного из своих походов в лесах Суматры, Индонезия, его родном городе, он наткнулся на нее, когда она еще была маленьким тигренком. Ее мать лежала мертва рядом с ней, и маленький тигренок не мог заставить себя уйти. Она была худой и голодной, с несколькими порезами на теле. Опечаленный увиденным, Дверь взял тигренка с собой на ранчо. Он сразу же пригласил ветеринара, чтобы осмотреть ее, и создал специальный вольер для нее в дальнем конце своего ранчо, чтобы дать ей уединение. Под его заботой Рия становилась все сильнее и больше. У нее было достаточно пространства для свободного бега. Изначально он был полон решимости выпустить ее обратно в дикую природу, когда она станет достаточно взрослой, но потом понял, что она становится слишком одомашненной, чтобы снова вернуться в такую сложную среду. К сожалению, полное отсутствие родительского руководства превратило ее в большую кошку, неспособную защитить себя в дикой природе. Это могло означать только одно – она должна была оставаться с ним бесконечно долго.
Несмотря на свои первоначальные сомнения о том, чтобы оставить ее, когда она станет старше, он успокаивал себя, замечая, что она редко проявляет агрессию, если только не находится в стрессе, и всегда положительно реагировала, когда он был рядом. Когда Рия становилась старше, мысли Двея начали обращаться к будущему. Он заботился о ней и хотел, чтобы у нее был потомок, о котором она могла бы заботиться. С тех пор, как он привел ее домой, Рьяни была рядом с другим тигром, и он очень хотел, чтобы у нее появился кто-то, о ком она могла бы заботиться. Однако у него не было самца тигра, и он не знал, как организовать этот процесс, поэтому решил обратиться за помощью к профессиональному заводчику. Найти такого было нелегко, и после нескольких недель поиска Дверь решил, что пора сдаваться. Но внезапно кто-то связался с ним. Это был профессиональный заводчик, который получил уведомление от друга о том, что кто-то нуждается в его услугах. Заводчик объяснил, что скоро будет уезжать из города, и если Двей все еще хочет его помощи, то это нужно сделать прямо сейчас. Двей сразу же согласился, и на следующий день заводчик приехал, чтобы осмотреть Рью. Он сразу же приступил к работе и продолжал приходить несколько дней, чтобы посмотреть, как Рия переносит процесс. Каждый раз, когда приходил заводчик, Рия становилась агрессивной, и им нужна была команда, чтобы держать ее в контроле, пока он работал. Однако Двей думал, что ей просто не нравится процесс искусственного оплодотворения. 3 недели спустя их усилия наконец принесли плоды. Заводчик сообщил Двею, что Рия беременна, и через 3 месяца у него дома будет новый тигренок. Теперь, когда он закончил, заводчик собирался уехать из города, но Двей хотел иметь возможность связаться с ним, если что-то пойдет не так. Заводчик оставил ему свой номер и исчез. На протяжении всего периода беременности заводчик никогда не приходил проверять Рию, и когда Двей пытался позвонить ему, его номер был недоступен. Но поскольку заводчик сообщил ему, что он путешествует, Двей предположил, что он находится в месте, где трудно отвечать на звонки. Мало ли он знал, что правда была совсем другой. На протяжении всей беременности поведение Рии начало меняться. Она становилась все более агрессивной, что делало ее уход сложнее для ее опекунов. Она также была беспокойной и с трудом спала. Она редко ела и всегда казалась грустной. Двею советовали не подходить к ней слишком близко, пока она не родит, но он не мог не волноваться. Рия начинала терять вес, и у нее была низкая энергия в течение дня. Она уже была на 3-м месяце беременности и должна была родить с дня на день. Но Двей боялся, что если она родит в таком состоянии, то возникнут осложнения как для нее, так и для тигренка. Он обратился к ветеринару, который заботился о Рие, когда он впервые привел ее домой. Объяснил, что происходит и как тигрица забеременела. Ветеринар объяснил, что вес тела и изменения в поведении Рии не соответствуют беременной тигрице, и он приедет на следующий день, чтобы осмотреть ее. Когда ветеринар прибыл, Двей сразу же повел его к вольеру, где Рия все еще отдыхала. Она открыла глаза, увидев 2 мужчин. Несмотря на их близкие отношения, Рия не была рада их видеть и сопротивлялась любой попытке к ней прикоснуться. Поскольку она была беременна, ветеринар не хотел ее успокаивать, и Дверь вызвал сотрудников, чтобы помочь ему. Рью перевезли в сарай, где ветеринар установил ультразвуковое и медицинское оборудование. Когда он осматривал ее тело, на лице ветеринара появилось озадаченное выражение. Он снова спросил Двея, получил ли он профессиональную помощь для Рии, и он подтвердил это. Испугавшись, что ветеринар мог обнаружить, он неоднократно спрашивал, что происходит, но ветеринар оставался молчаливым и продолжал сосредоточенно работать с Рией. Затем он встал и попросил Двея остаться с тигрицей. Он собирался позвонить, чтобы получить необходимые для Рии припасы, и сообщил Двею, что ему не о чем беспокоиться. Ветеринар отошел далеко от сарая, чтобы сделать звонок, и даже оттуда Двей мог видеть беспокойное выражение его лица. «Рия не справится», — подумал он. Последнее, чего он хотел, чтобы что-то плохое случилось с ней.
Ветеринар вскоре вернулся, одарив Двея легкой улыбкой. Он сообщил ему, что помощь уже в пути, но до их прибытия Двей должен оставаться рядом с Рией. Он согласился, но каждый раз, когда он спрашивал ветеринара, что происходит, тот оставался молчаливым, только говоря, что все объяснит, когда будет уверен в безопасности Рии. Двей был озадачен, но его беспокойство только усилилось, когда он узнал, что на его территорию прибыли полицейские. Он не помнил, чтобы вызывал их, и не был уверен, что это та помощь, о которой говорил ветеринар. Вскоре полицейские подошли к сараю, где находилась Ря, и подошли к ветеринару. Он указал на Двея, как на того, о ком он говорил, и его сразу же заковали в наручники и увезли в участок. Двей был не только сердит, но и озадачен, и даже когда он слушал объяснения ветеринара, он не мог поверить своим ушам. Ветеринар подтвердил, что Рия беременна, но тигренок не был единственным, что он нашел внутри нее. Он обнаружил чип в ее теле, который не должен был там быть. Полиция искала этот чип и искала нелегальных заводчиков. Профессионал не был тем, кем его представлял себе Дверь, и он поставил жизнь Рии под угрозу просто потому, что хотел отслеживать ее будущих тигрят. Но это было еще не все. Была еще одна причина, почему ветеринар стал беспокоиться при УЗИ Рии. Хотя было трудно определить из-за ее беременности, ветеринар выявил наличие массы глубоко в ее брюшной полости. Профессионал должен был проверить Рию на наличие возможных заболеваний, которые могли бы осложнить ее беременность, но мошенник сделал это в любом случае, и теперь угроза жизни Рии увеличилась. Не было другого выхода, кроме как провести операцию на тигрице. Было важно сначала извлечь тигренка и дать ей время на восстановление, прежде чем пытаться удалить опухоль. Поскольку тигрица уже была близка к родам, тигренок был относительно здоровым, но за ним нужно было особенно внимательно следить, так как первые дни он будет проводить без матери. После объяснения того, что произошло, ветеринар снова вошел в сарай и начал операцию. Тигренок был благополучно рожден, и тигрицу сразу же вернули в ее вольер, чтобы она могла отдыхать. Ее тигренка положили рядом с ней, и хотя она была слишком слаба, чтобы двигаться, она ласково лизала его и обвила передней лапой. Через несколько дней после родов ветеринар снова приступил к работе. Процедуру провели в ее вольере, а не в сарае, чтобы ей было комфортнее. Также нужно было убедиться, что Рия полностью анестезирована, чтобы не было никаких проблем с безопасностью во время операции. Это была сложная и трудная операция, но когда ветеринар закончил, оставалось только дать Рии отдохнуть. Она провела первые 24 часа после операции во сне, и никто не был уверен, что она переживет следующий день. Но когда Дверь пришел на следующий день к тигриному вольеру, Рия была бодрствующей. Она была очень слабой и дезориентированной, и ей было трудно держаться на ногах, но Двей и его команда всегда были рядом, чтобы помочь ей. Тигренка забрали, чтобы дать ей возможность восстановиться, и каждый день приносил новые вызовы. 3 недели спустя Рия полностью восстановилась. Двей был рад видеть, как она снова бегает и исследует свой вольер. Еще больше его радовало видеть любовь и связь, которая формировалась между Рией и ее сыном Симбой. Тигренок был вдали от своей матери несколько недель, но он сразу же потянулся к ней. Рия, в свою очередь, любила своего сына и всегда следила, чтобы он был рядом и в безопасности. Ветеринар регулярно приходил проверять здоровье матери и сына. Он был рад видеть, что они чувствуют себя лучше, и Рия теперь наслаждалась своими обедами больше, чем раньше. С помощью Дверя полиция наконец нашла заводчика, скрывавшегося в другом городе, и арестовала его за содеянное. Он признал, что участвовал в незаконной торговле экзотическими животными и ждал подходящего момента, чтобы забрать Рию, Симбу или их будущих тигрят для своих клиентов. Полиция была благодарна Двею за его своевременное и честное сотрудничество. Все же у властей был еще один вопрос, который они хотели обсудить с ним. Произошедшее с Рией чуть не стоило ей жизни и жизни ее тигренка. Двей действовал из лучших побуждений,
но все равно совершил ошибку. Теперь, когда Рия стала матерью, ей нужна была профессиональная помощь в лучшей среде. Рии и Симбе нужно было быть рядом с другими тиграми, которые могли бы помочь ей растить сына и учить его тому, чему она не могла. На этом новом этапе ее жизни было лишь столько, сколько Двей мог сделать. Несмотря на разбитое сердце, он знал, что они правы. Поэтому он обратился за советом к ветеринару, и тот связался с парком дикой природы. Они были более чем рады принять Рию и Симбу в их новый дом. Поскольку ветеринар подтвердил, что оба они здоровы, Двей мог привести тигров в течение следующих недель. Зная, что ему придется разлучиться с Рией и ее сыном, его огорчало. Но когда он приехал в парк дикой природы, он понял, что поступает правильно. Персонал там знал больше о заботе о тиграх, чем он, и тигриный вольер был гораздо больше того, который он предоставил. Потребовалось время, чтобы Рия соединилась с другими тиграми, но когда это произошло, ее личность изменилась. Она стала сразу счастливее и игривее, но в то же время более зрелой и смелой. Но не только она извлекла выгоду из смены обстановки. Теперь, когда он был окружен другими большими кошками, Симба имел больше тигров для общения и всегда играл с другими тигрятами. Он вскоре научится всему, что нужно знать тигру, и, возможно, однажды будет достаточно адаптированным, чтобы войти в джунгли самостоятельно. Впервые у Рии и Симбы появилась новая семья, и ужасный опыт, который с ними произошел, остался в прошлом. Здесь они могли продолжать процветать в среде, созданной для них. И даже если Двей очень скучал по ним, он знал, что это лучшее, что он мог для них сделать. Как невероятная история. Вы бы позвонили в полицию, как ветеринар. Считаете ли вы, что Дверь должен был отпустить Рио в парк дикой природы, когда она была еще тигренком? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.